Всем привет, меня зовут Артур. Сегодня я буду менять конденсатор в темброблоке своей электрогитары Gibson Les Paul Tribute 50-х годов в цвете Gold Top. Я приобрел конденсатор фирмы Vima и хочу услышать, будет ли разница в четкости или динамичности. Кратко о инструменте. Гриф и корпус махагон, профиль грифа Studio 50-х, достаточно толстый, звукосниматель 490-498 на Alnica 5. Пластиковым съемником я аккуратно снял ручки регулировки, после чего головкой на 13 выкрутил фиксирующие гайки и крестовой отверткой выкрутил саморезы крышки темброблока. Темброблок выполнен на печатной плате и разъемах, за что отдельное спасибо фирме Gibson. Достаточно нажать на язычок клеммы для демонтажа провода заземления бриджа и аккуратно вытащить разъем звукоснимателей и сигнального джека. Плата двухсторонняя и выполнена из толстого текстолита. Сейчас установлен простой пленочный конденсатор с номиналом 223К, что означает 22 нанофарада. А это конденсатор от Vima FKP2. Это металлопленочный конденсатор с диэлектриком из полипропилена. Он относится к аудиоконденсаторам и широко используется в студийном оборудовании. Номинал 22 нанофарада, для номинального напряжения постоянного тока 63 вольта. Чистый, прозрачный, нейтральный конденсатор, который не окрашивает звук. Отверстия в плате металлизированы, поэтому точки пайки необходимо хорошо прогревать, а также плату необходимо хорошо очищать. Я убедился на просвет, что отверстия свободны от припоя и можно приступать к монтажу. Я приобрел конденсатор с самым малым шагом выводов, но даже в этом случае мне необходимо сделать формовку и придать ножкам правильное расстояние для установки компонента на плату. Я убедился, что ножки выходят с обратной стороны платы и соединяют сигнальные дорожки, после чего плату можно пропаивать. Рекомендую использовать ГОСТовый припой POS 60 или POS 61 при температуре жала 230-260 градусов Цельсия. Места пайки обязательно очищать. Плата монтируется в обратном порядке. Добавлю, что стопорными гайками можно отрегулировать высоту вылета ручек регулировки. Инструмент полностью собран, переходим к тестам. На тестах слышно, что звук с конденсатором Vima стал менее ярким, с мягким верхом, но в целом АЧХ соответствует прошлому конденсатору. Скажу так, что к замене подлежат самые простые и дешевые пленочные конденсаторы и редко, но встречающиеся керамические конденсаторы, которые обладают яркими высокими частотами, а также микрофонным эффектом. Спасибо за внимание, всем пока!